Всем привет! Вы знали или не знали, что будет листинг EMX криптовалюты на криптобирже Binance? Вот это окошко криптобиржи Binance, таймфрейм 15 минут. Листинг был в районе 13 часов. И что хотелось бы отметить, то что на других криптобиржах EMX торговался уже довольно давно. Вы видите эти криптобиржи. Я взял одну из криптобирж и посмотрел историю. Вот вы можете заметить на этом графике, мы часовой интервал выбрали примерно 7:45. Вы видите, еще не было листинга. Справа вы видите пустую историю, потому что листинг был вот как раз в районе этого времени. И что я вам хотел показать, что как правило, вот перед листингом цена взлетает на других криптобиржах, и люди, которые, в принципе, держали эту криптовалюту заранее, они могли получить вот как раз вот эту свечу процент, максимум 13%. Ну, то есть эта криптовалюта не такая, в принципе, по доходу оказалась выгодной, но тем не менее вот 13% это свеча, и дальше, как видите, падение криптовалюты продолжается довольно-таки быстро. То есть следующие 15 минут криптовалюта скорректировалась на 8%. Дальше отрезок, да, возьмем 3-4 часа, такая проторговка, плюс-минус 2-3% волатильность, и в итоге цена идет вниз. И что мы, в принципе, вам говорим, что на листинге покупать криптовалюту невыгодно, особенно в первые минуты. Вы можете увидеть, что вот здесь вот Binance залистил эту криптовалюту, вот максимум ее был в районе 4.31, если я не ошибаюсь. И вы видите, с левой стороны на другой криптобирже этого уровня не было. То есть цена уже начала идти то есть вниз, были сильные продажи. Вы видите, раз, продажи, 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 продажи. И мы видим, что криптовалюта скорректировалась. Давайте посмотрим. За 8 часов на 22, практически 23%. Вот этот история, да, наша история, где уже практически цены были одинаковые, что на одной криптобирже, что на другой, да. И после этого, после коррекции в 23%, начался рост. Вот на Binance мы видим рост в районе 9%. То есть потерять здесь 23% и заработать или отбить те же половину процентов и выйти в минус 10% не очень интересно, правда? Но многие из вас вот заходят как раз вот здесь, и это как бы проигрышная ситуация, потому что вы видите, идет спад, спад, спад. Я тут думал, как бы записать это видео, записывал первые минуты листинга, но понял, что как-то все не очень красиво получается. И вот решил вам показать это видео. Если взять 12 часов, то мы видим, что криптовалюта довольно-таки сильно упала. Вот значение смотрел на 64%. Давайте я покажу, откуда она начинала падать. Возьмем день. То есть цена ее была 9.41 25 ноября, и после этого она начала корректироваться на протяжении нескольких месяцев и достигла минус 64. В принципе, все логично, потому что биткоин начал падать, и другие криптовалюты также начали падать. Но, тем не менее, если копнуть еще дальше, то мы видим, что 5 ноября, когда криптовалюта только появилась на одной из криптобирж, здесь мы видим рост довольно-таки неплохой на уровень 5834%. Давайте посмотрим другие криптобиржи. Здесь немножко другая, да, история. Здесь листинг был на этой криптобирже 29 ноября, и также криптовалюта пошла вниз после этого. OKEX. У этой криптовалюты больше история. Листинг был примерно 7 ноября. В итоге тоже цена упала после листинга на 16-20%, а после этого выросла на 208%. Но по сравнению с тем, что мы видели 5000%, это ничто. Coinbase тоже после листинга на этой криптобирже цена пошла вниз. Раз, коррекция, потом какой-то рост. Это у нас 9 декабря, и также пошла вниз.
CoinEx. Тоже, в принципе, цена торговалась в районе $3. То есть за день она, понятно, просела. Вот было открытие, закрытие свечи на уровне минус 7%. И мы видим, рост составил 138%, потом коррекция и опять рост максимальный до 9.57 на 215%. То есть на этой криптобирже мы видим самый большой рост этой криптовалюты на 5834%. И мне кажется, это бесконечная будет, не знаю, мышеловка, что ли, как это правильно назвать, когда люди, которые новички, они видят проценты какие-то, там видят какой-то ажиотаж, быстро хотят купить в первые минуты после листинга, но они получают вот такую картину. Здесь они заходят на хаях, да, как говорят, на верхушке, и потихонечку видят, как их баланс тает, уменьшается, потом они держат эту крипту в надежде, что она отскочит, а тут просто идет, да, в принципе, выкупание этой цены, но по сути вам от этого легче не становится, все равно из там $1000 у вас минус 20%, 10%. Давайте посмотрим. Отсюда, если вы купили, вот цена, да, минус 20%, то есть минус $200 у вас после листинга. Может быть, повезет, да, минус 15, ну, $150. Как бы вроде как можно сказать, что выжить можно, да, $150 это не такая уж потеря. Но вопрос в том дальше, что будет с этой криптовалютой, да. На примере там того же ONG, когда многие держали, там акции были, потом ее поменяли на другую криптовалюту, и она сильно просела. Или это не OMG, а BZRX, по-моему, BZRX, Omni, да, которые должны были раздать пользователи. Ну, в общем, вы сидите, ждете. На самом деле могли, допустим, вот здесь вот купить, да, и заработать как раз на росте. Но чтобы это увидеть, нужно, как я уже говорил, изучать что-то, изучать. Ну, к сожалению, не все хотят изучать, сидеть, тратить свое время. Так и живем. Надеюсь, вам наше видео нравится, то, что мы постоянно рассказываем, потому что, в принципе, наше видео, да и вообще YouTube, я смотрю, смотрят в основном новички, и когда новички, увидев это видео, все-таки осознанно будут подходить к трейдингу, что это не просто так, это наука. Здесь удача. Вы можете 1000 раз, ну это много, конечно, ну допустим, вы 10 раз можете удачно торговать, потом, знаете, как поставить все на красное, как в азартных играх, да, и потом у вас все заберут, потому что фьючерсы это такая, в принципе, опасная вещь, где большое кредитное плечо и большая маржа у вас может за раз все забрать. И, к сожалению, многие, ну, многие только по опыту своему придут к тому, что все-таки нужно более взвешенно подходить к трейдингу. Ну, а так, в принципе, смотрите наши видео, наш опыт. Мы практически прошли все в свое время и постоянно это говорим, потому что это важно. Лучше понемногу идти от меньшего к большему, чем от большего к меньшему. Вот запомните это. Лучше просидеть несколько месяцев и торговать на $1, но заработать там $3000, $4000, чем сразу залить $4000, заработать, допустим, 8, ну пускай $16000, и потом все это время, все это за несколько ордеров, поставленных на фьючерсах, $16000 взять и слить. И это очень реально сделать, потому что это психология. Надеюсь, вы поставите нам лайки и покажете другим людям, что наши видео, наш канал является полезным для новичков. И я думаю, что дальше идти и показывать там вам какой-то более углубленный трейдинг не нужно, поскольку вы уже сами это все сможете сделать. Это все, очень много книг, очень много информации в интернете, просто сиди, наблюдай за графиком, читай, применяй сразу это осознанно и соблюдай риски, вот и все. Вот все, что вам нужно для того, чтобы научиться. Ну и время, понятно, что за месяц-два ты не научишься. Все равно будешь получать какие-то свои какие-то как грабли, да, постоянно наступать на одни и те же грабли, пока ты не запомнишь, что туда идти не нужно или так не нужно идти. Вот, в общем, все, что я хотел сказать про листинги. Ну и дальше мы будем записывать, у нас есть много плейлистов про листинги. Смотрите, развивайтесь, поставьте себе цель научиться, это постоянно говорю. И тогда у вас будет все хорошо. Да в любом деле нужно
поставить цель научиться и стать профессионалом. Ну, вот такие вот вам советы. Всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли, конечно же. Всем пока.